Всем привет! Начинаем цикл видосов, посвященный строительству автомобильных развязок в игре Workers and Resources Soviet Republic. Изначально я планировал записать все в одном видео, но развязок получилось достаточно много, видео выходило слишком длинным, поэтому решено было сделать несколько видосов, посвященных данной теме. Кроме того, возможно, не всем будет интересно строить круговые развязки, кто-то уже более опытный, ему будет интересно посмотреть на более сложные развязки, а кому-то будет интересно посмотреть все с самого начала, как оно происходит, от терраформинга, от построения круга и дальше к самым сложным развязкам. В данном цикле видосов мы рассмотрим строительство автомобильных развязок, начиная от самых простых круговых до трехуровневых, так как инструментарий игры особо нам не дает разгуляться. У нас есть два типа дорог, две полосы по одной в обе стороны, либо две полосы в одну сторону, из которых мы можем сделать четырехполосное шоссе. Ну, при желании может быть и больше полос, может быть там две в одну сторону, можно сделать 4 в одну сторону, 6 и так далее. Но это уже как-то, мне кажется, будет избыточным, поэтому я обхожусь двумя полосами в одном направлении, пока что этого хватает. Как я уже сказал, инструментарий игры у нас довольно скудный на данном этапе. Мосты у нас могут быть только прямыми. Кроме того, к мостам нельзя подключить другой мост. Вот у нас как один мост идет, к нему можно только по торцам подключить дороги, либо продлить его еще. Сбоку к мосту нельзя подключить другой мост. Пока что. Возможно, когда-то это добавят. По радиусу мост изгибать, конечно, можно, но это будет не совсем радиус, это будет ломаная линия. Если мы строим за деньги, конечно, еще можно допустить такое. Из множества фрагментов построить радиусный участок моста, но если мы строим за ресурсы, то это превращается в ад. Так как каждый фрагмент моста будет строиться отдельно, и на это уйдет куча времени. Поэтому в своих развязках такие мосты я не использую, у меня только прямые мосты. Итак, начнем. Вот здесь у нас подходящее место для развязки. Подровняем немножко площадку. Для этого используем инструмент терраформинга, который делает плавный склон. Я не особо люблю все выравнивать в горизонтальной плоскости. Использую это не очень часто. Если надо построить какой-то жилой квартал, либо промышленный квартал, но небольшой. Если это какой-то уже будет составной район, то одна часть района будет на одной высоте, другая часть на другой высоте. А между ними будет дорога, которая плавно идет по склону. Так, вот мы наметили два двухполосных шоссе. Начинаем строить круг, проводим небольшой прямой участок, примерно доводя его до середины между дорогами. На этом уровне у нас будет центр круга. Дальше ставим радиусный участок на 3/4 круга нужного нам радиуса. Убираем прямой участок круга и соединяем оставшиеся части. Получаем круг. Так, немножко у нас все пошло не по плану. Круг расположился несимметрично относительно одного из шоссе, поэтому переделаем все относительно другой дороги. Вот так вот уже лучше. Вот у нас получился круг. Теперь делаем на него съезды плавные. Чтобы у нас получился красивый радиус съезда, нужно начинать съезд с круга. Делаем его под нужным нам углом и потом соединяем с прямым участком. Получаем красивый радиус, плавный. Вот мы получили соединение с тремя дорогами. Построим четвертую. Так, что-то у нас пошло не по плану. Опять у нас все несимметрично. Сейчас мы это все дело урегулируем. Перестроим вот этот участок. Относительно центра круга сделаем его более-менее на том месте, где он должен быть. Вот так-то лучше. И последний участок нашей дороги. Для тех, кто строил такие круговые развязки в City Skylines,
скажу, что данный круг не изменил свою форму, когда мы подключили к нему с внешней стороны дороги. Если бы мы строили OCT Skylines, то он бы превратился в какое-то яйцо или овал, или вообще непонятную форму принял бы. Здесь же круг остался кругом. Там, чтобы круг оставался кругом, в данном случае приходилось еще ставить крест внутри круга, потом его убирать. Вот так-то уже лучше. Мы нанесли разметку, получилась простейшая круговая развязка. Теперь немножко усовершенствуем ее, добавим съезды, чтобы автомобили могли свободно поворачивать направо, не заезжая на круг. Это немножко увеличит его пропускную способность, так как уже как минимум 33% трафика поедет, минуя круг. Остальные 66% все же будет заезжать на него. И рано или поздно у нас могут возникнуть проблемы на этом кругу, но мы увеличили немножечко его пропускную способность и отодвинули момент коллапса на более поздний срок. Теперь сделаем приоритетный проезд прямо по одному из направлений. Вот это у нас будет приоритетное направление, а там у нас гора, поэтому это будет второстепенное направление. Удалим все лишнее. Ну и теперь придется нам работать опять терраформингом, чтобы установить мосты над кругом. Достаточная высота. Проверяем. Ага, мосты строятся. Значит, все нормально. Теперь нам надо сделать плавные спуски. Попробуем выровнять это автоматически. Как видим, не очень хорошо это получается. Придется все делать вручную. Как всегда. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Не стоит полагаться на кого-то другого, в данном случае на искусственный интеллект. Он все-таки такой искусственный. Потратим немножко времени и упорства и добьемся приемлемого результата, который не будет резать нам глаз. Еще чуть-чуть, и мы у цели. Вот получился более-менее плавный склон. На этом можно остановиться. Теперь проделаем все то же самое с этой стороны. Для получения плавных склонов я пользуюсь в основном подъемом и опусканием рельефа. Можно, конечно, это сделать в редакторе. Оно получится более плавно, более быстро. Но проблема редактора лишь в том, что он не видит уже построенные объекты. То есть, если мы начнем равнять рельеф с уже построенными дорогами, мостами, зданиями, чем угодно, то рельеф-то выровняется, но все построенные объекты останутся висеть либо в воздухе, либо будут закопаны. Поэтому редактором карт можно пользоваться только в том случае, если у нас просто местность и не построено никаких объектов. Если у нас уже объекты есть, то редактор использовать нельзя. Придется использовать вот эти 4 инструмента: подъем, ландшафта, опускание, выравнивание склона и выравнивание плоскости в горизонтали. Теперь мы подровняем, опять же, делая плавный склон, места под съезды с нашего основного шоссе на круг. Начинаем съезд с круга, чтобы получить плавный поворот. Ведем дальше и соединяем здесь. Опять же, стараясь сделать более-менее плавный поворот. Продолжаем с этой стороны. Можно начинать и отсюда, это не принципиально. Главное, чтобы повороты получались плавные, ну и была более-менее симметрия. Чтобы особо не бросалось в глаза, что мы строим как-то все криво, косо. Все-таки у меня канал называется Made in USSR. Знак качества стоит советский, поэтому я должен соответствовать этому знаку качества и делать все на совесть. Чего и вам желаю. И последний съезд, или заезд, как кому больше нравится. Что-то у нас какой-то угол получился не очень плавный. Сейчас мы его перестроим. Вот это уже лучше. Замечательно. Немножко продлим дорогу для красоты. Укладываем асфальт, строим мосты, наносим разметку. И вот получаем уже такую развязку круговую. У нас уже идет приоритетно движение по мостам в одном из направлений, да? Значит, поделим трафик на 3 части.
33% у нас машин едут прямо, 33% поворачивают направо и 33% поворачивают налево. Так вот, 16,5% у нас по одному из шоссе идет свободно прямо, остальные 83,5% трафика у нас продолжают идти через круг. Чтобы улучшить эту ситуацию, сделаем возможность свободного поворота направо, без заезда на круг. Это даст нам еще 33%. В итоге мы получим 50% трафика будет двигаться независимо от круга, и 50% трафика будет продолжать движение через круг. То есть это максимум, что мы можем сделать с этим кругом. Можно, конечно, еще под ним проложить туннель, либо еще на более высокий мост уйти, чтобы дать возможность по второму шоссе также двигаться прямо, без заезда на круг. Тогда мы получим 66% трафика будет двигаться не заезжая на круг, и только те, кто поворачивает налево, будут продолжать заезжать на круг. Это максимум, что мы сможем выжать из круговой развязки. Но она, конечно, еще увеличится у нас в габаритах. Конечно, сложность будет забраться на довольно-таки высокий мост, либо построить туннели. Тоже довольно трудоемкий процесс, но нет ничего невозможного. Я не буду эту развязку показывать, как бы я думаю, с ней все понятно. Серьезный поток машин можно пропустить будет через этот круг. Но все равно настанет момент, когда трафик станет слишком большим, и на этом круге может произойти коллапс, так как в игре у нас нет приоритетов дорог, и игра не понимает, что круг это главная дорога, и машины могут самозаблокироваться на нем и создать нам серьезные проблемы. То есть данная развязка у нас дает 50% трафика у нас движется через круг, 50% идет не заезжая на него. Итак, теперь построим уменьшенную версию данной развязки. Все-таки здесь у нас габариты довольно-таки серьезные, и в центре города такую не поставишь. В центре города у нас земля дорогая, поэтому нужно стараться ее экономить и строить как можно плотнее. Вот там у нас еще одна равнина. Проберемся туда. Подровняем здесь площадочку. Построим туда дорожку, опять же, наши любимые 4 полосы. Автоматически здесь не хочет красиво строить, поэтому придется вручную делать. Вот так-то лучше. Еще немножко пройдем дальше. Подровняем. Замечательно. Выровняем все по бокам. Проведем здесь параллельно нашему шоссе 2 дороги. Тут у нас немножко больше получается расстояние. Опять не попал. Ага, вот так-то лучше. Так, замечательно. Теперь продлим наше шоссе подальше. Вырежем серединку. Здесь у нас будет овал. Начинаем строить дуговые участки. Если мы начинаем строить их с двух разных сторон, то получаем вот такую картину некрасивую. Поэтому вот мы с одной стороны вывели кусочек шоссе, ведем по дуге его на вторую дорогу, смотрим, как оно получается красиво, в какой точке должно быть соединение, и начинаем с той точки выводить второй участок, ставим его на глаз симметрично относительно левого участка и соединяем радиусом. В итоге получаем более-менее ровный симметричный дуговой участок. Теперь нам надо над этим овалом накинуть мост. Без всякого терраформинга, просто поднимаем мост на 3 уровня над землей. Этого вполне достаточно. Чтобы сэкономить место по длине, делаем мост максимально близко к овалу. Он у нас привязывается к точке на этом овале. Если как-то у нас получается неровно, придется овал переделать таким образом, чтобы мост шел прямо. И последний участок немножко у нас не совпадает с той дорогой, которую мы провели раньше, поэтому убираем дорогу и передвигаем ее уже в соответствии с теми мостами, которые у нас получились.
Делаем съезды с главного шоссе на круг. Начинаем с главного шоссе, пытаемся сделать съезд под максимально острым углом, чтобы получить более плавный радиус поворота и, соответственно, минимальное снижение скорости машин на нем. Немножко видно несимметрично, сверху у нас расстояние от съезда до моста меньше, снизу чуть больше. Можно заморочиться, переделать это, но в данном видео я не вижу смысла это делать. Конечно, если мы стремимся к совершенству, то пришлось бы нам это немножко поправить. Соединяем последние два съезда. Получаем такую картину. Теперь сделаем дорогу в том направлении. Допустим, у нас будет всего 2 полосы там, а не 4. Проводим эти 2 полосы и делаем плавные заезды туда, чтобы машины не теряли скорость на повороте особо. Они, конечно, будут снижать ее, но не так, как при повороте на 90 градусов. Апгрейдим до асфальта. Изначально при разметке дорог я предпочитаю начинать с грунтовых, а потом уже улучшать их до гравийных либо асфальтных. Так как грунтовые дороги бесплатны, их можно строить сколько угодно, сносить, перестраивать, переделывать. Также это позволяет делать минимальное количество участков дорог. При стройке за ресурсы это крайне важно. Чем меньше у нас участков дорог, тем быстрее их построят, так как каждый участок у нас строится отдельно. Теперь в этом направлении сделаем 4 полосы и лучше соединение делать, начиная от перекрестка дугового участка с прямым участком, чтобы опять же у нас было меньше перекрестков, меньше участков дорог. Как я уже сказал, это облегчит нам задачу по строительству этих дорог за ресурсы. Чем меньше участков, тем быстрее наши строительные конторы построят эти дороги. Кроме того, возможно, мы этим самым облегчим работу процессору нашего компьютера, так как каждый перекресток, возможно, создает какие-то проблемы при просчете маршрута. Но это не точно, это чисто как бы мое ощущение. Я не знаю на самом деле, как работает алгоритм расчета этого маршрута. Итак, получили мы вот такую вот компактную круговую развязку с 16,5% трафиком, который будет двигаться свободно, и с 83% трафиком, который будет заходить на круг. Она, конечно, более компактная, особенно по ширине. Мы выиграли очень много места, и такую развязку вполне можно ставить в плотную городскую застройку. Конечно, у нас круг меньшего размера получился, и он быстрее будет застопорен, то есть при меньшем количестве проходящих через него машин возможно его самоблокировка. Поэтому нам надо улучшать эту развязку, добавлять повороты направо. Таким образом у нас уже будет 50% трафика, который будет двигаться свободно, не заезжая на круг. Ну и как вариант, опять же, максимально, что мы можем сделать, это еще кинуть мост, либо туннель под этим кругом, чтобы добиться 66% движения трафика, минуя этот круг. Это максимум, что мы можем сделать. Но, конечно, пропускная способность этой развязки будет все равно меньше при прочих равных условиях, чем первого круга, так как тот круг тупо больше по размеру, поэтому на нем поместится больше машин, и его самостопорение произойдет позже, чем самостопорение этого круга. Что-то мне не нравится вот здесь, как у нас получилось соединение с 2 полосами. Лучше его переделать и сделать заезды в местах пересечения дуговых участков нашей развязки с прямыми участками. Так мы опять же уменьшим количество перекрестков. Ну и оно как-то в целом более эстетично получается. Итак, если мы делаем свободный поворот направо на круговой развязке, это нам дает прирост пропускной способности 33%. Если мы делаем дополнительно еще с помощью мостов свободный проезд прямо по одному из шоссе, то это нам добавляет 16,5%, то есть в сумме с поворотом направо мы получаем 50%. Если мы опять же мостами либо туннелями добавляем возможность свободного проезда прямо по второму шоссе, то это дает нам еще 16,5%.
В итоге получаем суммарно 66% трафика будет ехать свободно, минуя круг, и 33%, те, которые поворачивают налево, будут делать это, заезжая на круг. Это максимальная пропускная способность круговой развязки. Но такая развязка будет очень серьезного размера, плюс сложность ее постройки. Это уже будет трехуровневая развязка, мост над мостом, либо там туннель и мост. То есть как бы весьма трудоемкая, сложная и не исключающая полностью возможность самоблокировки, так как круг все равно остается, и там часть трафика может самозаблокироваться, заблокировав всю развязку и движение по обоим шоссе. Итак, в этом видео мы рассмотрели основные моменты строительства развязки. Это подготовка площадки с помощью терраформинга, выровняли поверхность под дороги, делали плавные спуски под строительством мостов, научились строить простейшие круговые развязки, начиная просто от перекрестка двух четырехполосных дорог с помощью круга. Но в таком случае у нас весь трафик 100% проходит через круг, и его пропускная способность минимальна. Она будет зависеть только от диаметра круга. Чем больше у нас диаметр круга, тем позже произойдет его самостопорение. Тем большее количество машин мы сможем через него пропустить. Чем у нас меньшего размера круг, тем меньше, соответственно, трафика можем пропустить через него. Чтобы увеличить пропускную способность, мы не можем увеличивать размеры круга до бесконечности. Особенно это сложно сделать в плотной городской застройке. Поэтому к простейшему кругу мы добавляем возможность свободного поворота направо, тем самым увеличивая его пропускную способность на 33%. Так как 33% трафика условно будет у нас проходить данную развязку, не заезжая на круг. Еще 16,5% прироста пропускной способности мы можем получить, построив мосты либо туннели над кругом, либо соответственно под кругом в одном из направлений. Так у нас будут машины двигаться по одному из шоссе приоритетным, по которому у нас будет, допустим, трафик чуть больше. Они смогут двигаться прямо по этому шоссе, не заезжая на круг. Также весь трафик, который поворачивает направо, будет ехать свободно, не заезжая на круг. Получим 50% уже прироста пропускной способности. И максимум, что мы можем сделать, это еще 16,5% добавить, построив опять же еще один мост, либо туннель над кругом или под кругом соответственно, на втором шоссе, чтобы и там машины смогли ехать прямо, свободно, не заезжая на круг. Таким образом, получим, что только 33% машин, которые движутся у нас налево, будут проходить на круг. Все остальные машины будут двигаться свободно, не заезжая на этот самый круг. Тем самым мы получим максимальную пропускную способность простейшей круговой развязки. Но все равно настанет такой момент рано или поздно, когда на этом круге возможно будет самостопорение трафика и опять те же проблемы, что и с обычным самым простым круговым перекрестком. Но это наступит, конечно, гораздо позже, и мы сможем пропустить по этому кругу довольно серьезный таки трафик. Но опять же и развязка получится довольно-таки серьезных размеров, поэтому стоит оно того или нет, это уже решать вам. Надо пробовать, надо это все проверять и делать выводы. Я, конечно, таких больших кругов пока что не строил, не знаю, насколько серьезный трафик они будут пропускать. У меня есть только простейшие круги, с ними я уже настрадался и большого желания экспериментировать с ними у меня нету. Пришлось мне потанцевать с бубном, чтобы перенаправить трафик с этих кругов по альтернативным путям и разгрузить их. Но все же трафик будет расти. Республика развивается, количество транспорта увеличивается, и, возможно, в будущем меня ждут новые трудности с этими круговыми развязками, которые придется каким-то образом решать и перенаправлять потоки трафика, опять же, через альтернативные пути. Тут
учитывая плотность застройки, перестраивать эти круги нет никакой возможности. А тем более делать какие-то другие развязки на их месте. Поэтому остается только перенаправлять трафик. Либо каким-то образом снижать количество транспорта. Опять же, можно перейти там частично на железную дорогу. Можно отказаться от личного транспорта. Но, пожалуй, это и все, что можно сделать. Все равно должны у нас развозить товары по магазинам, автомобили, снегоуборочная техника, пожарные машины, скорые помощи. От них как бы не отказаться в любом случае. До железной дороги у нас тоже как-то надо довозить и людей, и товары. А кроме как на автомобилях это сделать никак нельзя, поэтому это вариант тоже такой довольно ограниченный. Но любую проблему можно решить, если потратить на это немножко времени и сил. Итак, в следующих видео мы рассмотрим другие типы развязок автомобильных. Посмотрим, как можно сделать съезды с главной четырехполосной дороги на второстепенную двухполосную дорогу. Посмотрим также пересечение Т-образное двух четырехполосных дорог и X-образное пересечение, ну или крестообразное пересечение двух четырехполосных дорог, но уже не круговое, а более сложное. Там уже, конечно, будет побольше вариантов, но это в следующих видео.